A few moments later. В общем, тут приехал автобус, это наш, сейчас будем заходить. Все, вот мы сели в автобус. Мы самые первые. Сейчас дождемся всех и будем выезжать. Наш путь был очень долгий и длинный. Мы уехали за 400 километров от Паттайи, и всю дорогу я спала. Так, мы сейчас остановились на заправке. Нас высадили в такой кафешке, и у нас сейчас завтрак. Каждый заранее из отеля заказывал себе бокс, и на этой остановке мы завтракали. А еще рядом была заправка, где был 7-Eleven, и, конечно же, я туда побежала и заказала себе bubble tea. Все позавтракали, и мы отправились на нашу первую точку. И это был плавучий рынок, который идет по каналам древнейшей деревни в Таиланде. Нас сажали по 6 человек в вот такие милые лодочки, и мы катались по каждой улице этой деревни. И если честно, проезжая мимо каждого такого старинного домика, даже не верилось, что в нем до сих пор живут люди. Следующее место, куда мы отправились после плавучего рынка, наверное, было одним из самых запоминающихся и интересных. Мы еще даже не подъехали, а его уже можно увидеть за деревьями. Пишите в комментариях, если вы уже догадались, что это. И это был храм пещеры Тигра. Кстати, перед входом нужно обязательно разуться. И, ребята, словами не передать то, насколько там было красиво. Я старалась для вас много снимать, поэтому просто полюбуйтесь на эту красоту. Также там сидел настоящий монах, который завязывал вам красную ниточку. Но подходить к нему должны были все одинаково. И прямо сейчас вы наблюдаете за всем процессом. Затем вам нужно преодолеть долгую и высокую лестницу, и тогда вам откроется красивая смотровая площадка. И еще чуть выше красивые храмы и статуя Будды. Кстати, помимо того, что вы должны разуваться перед входом, женщины должны быть в одежде, которая закрывает плечи и колени. А дальше мы поехали, по моему мнению, в самое крутое место на этой экскурсии. Так, сейчас у нас был обед, а теперь мы будем подниматься в одно очень интересное место. И это оказались водопады Эраван. Всего их там 7, и они находятся на разных уровнях. И чтобы подняться с одного на другой, нужно преодолеть огромное расстояние в гору. Так, мы переоделись в купальники, и сейчас уже точно будем двигаться к первому пункту. Например, вот так выглядел самый первый водопад. Во-первых, вы только посмотрите, как там красиво, прям как фотообои, и насколько чистая вода. Во-вторых, во всех водопадах плавали рыбки. А в-третьих, на определенных уровнях разрешалось плавать. Когда мы поднимались с одного уровня на другой, то нашли очень красивую смотровую площадку.
Кстати, около каждого водопада рядом висели вот такие таблички, и про него можно было прочитать любую информацию. А еще, так как мы находились в настоящих тропических джунглях, тут можно было встретить много животных. Нас сразу предупредили, что между 5 и 7 уровнем очень много обезьян. И, между прочим, опасных, которые называются крабоеды. Я даже вам постаралась их заснять. Ребята, обезьяна, блин, вон она бегает. Вот она. А еще, ребят, мне удалось поплавать в одном из водопадов. Кстати, вода оказалась намного теплее, чем я думала. Но для меня был минус то, что там плавали рыбы, а я их безумно боялась. А еще был минус то, что нельзя было снимать жилеты. Все, ребята, мы обошли почти все водопады, поплавали. И все, теперь возвращаемся обратно в автобус. Потом мы поехали в отель, но уже не в наш, а немного другой. Его фишка заключается в том, что он находится прямо на воде, а именно на реке Квай. Так, ребята, сейчас я вам сделаю рум-тур на наш номер. Тут такой туалетный столик, фен, там ванная. А это наша кровать. Посмотрите. Еще тут сделали вот такие милые цветочки. А дальше вот такие панорамные окна-двери. Мы выходим из нашего номера. И здесь наш гамак. Так вот выглядят номера со стороны. Вот такая красота. Мы приехали, заселились, поужинали, и я пошла на настоящий тайский массаж. Я выбрала сеанс, который длился 1 час, и сейчас я вам расскажу свои ощущения. А теперь я поделюсь своими впечатлениями по поводу массажа. Я даже не знаю, что сказать и с чего начать. Вообще там идет в прайсе 2 часа и час. Я для первого раза выбрала час. Массаж проходил по всему телу, начиная с пальцев ног, заканчивая самой макушкой. Наконец-то я его ощутила на себе. И, ребят, если вы будете в Таиланде, я вам лично советую сходить на тайский массаж. Это очень круто. Ну вот так. А сейчас мы уже будем ложиться спать. И, в принципе, на этом, ребята, все. Всех люблю. Пока-пока!